Всем привет, с вами Алла. Итак, давайте посмотрим общий расклад, какая женщина скоро к вам явится. Кто у меня впервые в гостях, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И давайте посмотрим сигнификатор расклада. Восьмерка жезлов. Женщина либо уже вам написала, либо сейчас думает о том, чтобы выйти с вами на связь. Какие отношения между вами? Умеренность. Значит, смотрите, расклад подойдет тем, у кого это новое знакомство, месяца 3, не больше, либо вы можете знать друг дружку давно, но отношения крайне редкие, встречи крайне редкие. Это может быть как вариант ваша бывшая, с которой вы остались более-менее в нормальных отношениях. И периодически у вас есть какое-то общение. Может быть, например, поздравляет вас на какие-то праздники или иногда выходит на связь, когда ей что-то нужно. Вы знаете, даже если здесь будет резонировать про то, что это бывшая, у бывшей чувства здесь есть. Давайте спросим, какие чувства, если это про бывшую речь. Значит, смотрите, мы будем рассматривать два варианта. Первый вариант – это новые отношения, и второй вариант – это бывшая, с которой вы расстались, плюс-минус в нормальных отношениях. Значит, если мы говорим про бывших, здесь женщина пересмотрела свое отношение к вам именно после того, как вы расстались. И пересмотрела на отношения в лучшую сторону. Здесь как будто человек переосмыслил и как-то переоценил. Типа, вот тут-то я не доглядела, вот там-то я недопоняла, а вот тут-то нужно было вот так-то и так-то поступить, а я взяла и там рубанула. Вот как вариант. Да, то есть есть сожаление о том, что как-то все происходило то ли резко, то ли как-то она импульсивно могла с вами расстаться. Но в любом случае, здесь, когда вы даже расстались, какая-то такая, знаете, нотка того, что вы можете сойтись, здесь 100% оставалась. То есть вы тут не расставались, как навсегда. Если же мы говорим про новые отношения, то здесь могло отыграться, что какое-то время вы не общались. Например, может быть, там кто-то заболел, либо кто-то куда-то уехал. И какое-то время вы не общались. И здесь эта барышня загорелась вами, вот именно в моменте, когда вы не общались. В раскладе речь про то, что вы не общались, пошло на пользу вашим отношениям. То, что женщина, она как-то так, знаете, вот в момент как раз вашего молчания, вашего расставания, вот как-то она поняла, что ты для меня ценен, ты для меня важен, ты мне нравишься. Это если новые отношения. Что ты исчез, и я поняла, что вот ты мне интересен. Да. Поэтому для тех, у кого-то новые отношения, если вы даже и исчезли на какое-то время, то это очень хорошо сказалось на ваших отношениях. Потому что женщина здесь как бы поняла, что
пока, например, вы там ей каждый день писали, звонили, может, было какое-то обесценивание или как само собой разумеющееся. Скорее вот так. То есть она могла вас воспринимать как само собой разумеющееся. Но когда вы исчезли, вот здесь как раз проявилось вот это ощущение, что ух ты, вот теперь-то я поняла, что он мне точно нравится. Так, а для бывших? Ну, опять же, видите, как интересно. То есть вот пока вы были вместе, здесь могло быть ощущение того, что, ну, типа как, так и должно было быть. Как само собой разумеющееся. Но как только вы здесь перестали общаться, здесь у человека как-то все пересмотрелось в лучшую сторону. Про то, что и скучает, и, может быть, зря расстались. И как-то, знаете, вот вы у нее в каком-то более позитивном ключе стали выглядеть, в более выгодном варианте. Плюс вы как бы показали свой характер. Тут еще вот про это. Можно сказать, что женщина вас даже зауважала за то, что вот вы не писали, не звонили, вот как-то взяли паузу. Знаете, здесь женщина, которая, ну, такая резкая. Здесь человек, который может резко передумать, резко отказаться от чего-то, от того, что вчера она сказала, а сегодня она уже резко передумала. Здесь человек, который может вчера говорить одно, например, сегодня сказать, что ой, я уже вообще передумала, я вообще забыла, о чем мы с тобой вчера говорили. И вот пока вы были рядом, вот, мягко говоря, здесь человек как бы присел вам немножко на голову. Но когда здесь мужчина взял паузу, вот как-то женщина здесь так, знаете, призадумалась. А о чем ты призадумалась? У многих отыграется, что здесь она привыкла брать паузу. Она привыкла не выходить на связь. Она привыкла здесь больше как-то руководить процессом в отношениях. Ну, то есть, если здесь кто-то и молчал, то больше она. И здесь женщина планировала, знаете как, уйти и взять какое-то время на паузу. А тут получилось у многих наоборот, что мужчина сказал, ну окей, типа хочешь паузу, давай паузу. И здесь женщина как-то этого не ожидала. Какие твои мысли? Ну, что мужчине, в принципе, нормально. Да, нормально в том, что сейчас вот они не общаются. Что мужчина занят своей жизнью, работой, какими-то хобби, делами. И что мужчина даже тут может вступить в какие-то другие отношения. То есть тут мысли сейчас начались даже в эту сторону. Ну, женщина здесь думает про то, что мужчина, в принципе, может и вообще не просто в паузу уйти, а вообще из этих отношений выйти навсегда. Вот такие мысли у него начали появляться.
Так, хорошо. Что ты будешь дальше делать? Какие твои планы? Мириться. Мириться, ребят, но через манипуляцию. Не умеет тут человек по-нормальному мириться. Тут через какие-то провокации. Знаете, здесь через какие-то манипуляции, провокации, резкое какое-то появление неожиданное. Здесь про то, что у кого-то может женщина вообще заявиться там ночью, просто звонок в дверь. Типа, привет, а вот и я. У кого-то может заявиться на работу к вам. Ну, то есть какие-то тут такие неожиданные появления в вашей жизни могут быть. И с учетом того, что она подозревает, что у вас кто-то может быть, пока вы не вместе, у кого-то даже отыграется, что она может заявиться домой в какое-то очень позднее время для того, чтобы вас проверить, один вы дома или нет. Здесь присутствует элемент контроля, элемент ревности. Типа, а вот сейчас я ему устрою неожиданную встречу. Посмотрим, как он на это отреагирует. Знаете, еще может быть какая-то провокация в стиле звонка. Когда женщина может сказать о том, что, например, там, я вот подумала и поняла, что я тебя люблю. Ну, то есть колесо фортуны может отыграться как что-то такое неожиданное, то, что вас может сбить с толку. Ну, то есть когда вы точно от нее этого не ожидали. А действительно ли ты любишь? Ну, вы знаете, по этой карте вполне возможно, что у женщины здесь зарождающаяся любовь. Видимо, до вас здесь все было как-то печально в плане чувств. Женщина больше сама выходила из отношений, влюбляла в себя, потом могла бросать. Как бы терять интерес к мужчине. С вами тут немножко картина поменялась. То есть тут другой какой-то процесс в отношениях. И у нее такого не было. Поэтому можно сказать, что вот то, как вы себя сейчас ведете, у нее-то вызывает к вам, ну, у кого-то уважение, у кого-то восхищение. В любом случае, то, что между вами, это то поведение, которого она раньше не видела от других мужчин. И именно это поведение, оно в ней формирует зачатки любви. Зачатки, ну, ребят, расклад общий, поэтому я не буду говорить о том, что прям у всех ваша женщина вас любит. У кого-то это любовь в зарождающемся таком начинании, у кого-то это влюбленность, восхищение. Но в любом случае у женщины в голове поменялось отношение к вам. Так, какая рекомендация? Ждать. Четверка мечей — это про то, что ничего делать не нужно. Это не значит, что надо сидеть у окна и ждать. Живите своей жизнью. Здесь про то, что женщина должна сама появиться. Так что вот такой получился общий расклад.
Напоминаю, что это был общий расклад, это не личное гадание для кого-то из вас, поэтому у кого есть вопросы, желание разобраться в вашей сложной, запутанной ситуации, для тех, кто хочет понять свою личную историю с женщиной, пишите мне в Viber, WhatsApp или Telegram, обращайтесь ко мне за личным гаданием, и я в переписке расскажу вам, как проходит личное гадание и что для этого нужно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем до новых встреч. Пока.